Сейчас я являюсь частью команды учебного центра подразделения университета ДОДО. Занимаемся мы тем, что обучаем наших партнеров и будущих управляющих. Помимо этого разрабатываем онлайн-обучение на площадке iSpring, а также внедряем новые интересные решения и инструменты для управления пиццериями по всей нашей сети. Моя история началась, соответственно, в 2011 году с открытием первой пиццерии. Так получается, что я являюсь первым сотрудником. Мне позвонил Федор и сказал: ну что, Толян, может, поделаем пиццу, есть новый проект, интересный вызов. И я сказал: why not? Давай попробуем. Возникает вопрос: откуда у Федора мой номер телефона? Ответ: до работы в пиццерии я работал в магазинах «Сила ума», которые принадлежали кому? Федору. Придя в пиццерию, начав работать на кухне с людьми, готовить продукты, наверное, на тот момент я не представлял, что это будет так интересно, так серьезно, что меня захватит. Пицца-акробатика родилась в моей голове с подачи Федора. Это был, наверное, 2012 год. Он где-то нашел видео, показал мне и сказал, что было бы классно, если бы мы так делали. Я нашел тренажеры. 2 года они у меня лежали просто в шкафу без дела. И в 2014 году как-то что-то я все-таки начал пробовать делать. Все вылилось в то, что я и еще часть ребят с нашей сети участвуем в различных соревнованиях и выставках. У нас в офисе есть стена имени меня. Там висит часть наград, дипломов, медалек с тех соревнований, в которых я принимал участие. Из интересных международных я выиграл соревнования в Китае по приготовлению пиццы. Я участвовал в чемпионате мира в Италии в 2015 году. Мне в июле месяце позвонила неизвестная тетенька, кастинг-менеджер проекта, и сказала, что мы берем вас без кастинга, приезжайте, снимайтесь, когда вам будет удобно. 1 октября я поехал в Москву, 4 октября мы это сняли. В общем, в целом получилось неплохо. Леонид Аркадьевич начал говорить «вы», и я ему машинально начал отвечать «мы». И от этого у нас не получилась такая, с одной стороны, вроде как бы шутка, а с другой стороны, нелепость на вот этом именно диалоге «вы-мы», потому что в дальнейшем мы так и продолжали. Мы будем делать пиццу. Кто это мы? Я. Извините. Хорошо, тогда мы вас спрашиваем. Где вы научились этому? Непосредственно на работе, когда устроились. Когда мы туда пришли, мы работали на складе. Катался на сноуборде, катался на BMX, занимался другими какими-то активностями. Продолжаю этим всем заниматься, но сейчас чуть меньше, реже, ввиду прошлогодней травмы коленки. Плюс еще одно из последних хобби — родил ребенка, поэтому сейчас большая часть увлечений — это семья. Какашки, пеленки, бутылочки. Он любит ролевые игры и изучает немецкий язык. Никита Камаев, моушн-дизайнер, он работал на РЕН-ТВ. И Марина Корсакова, новый офис-менеджер, она говорит, что первые 5 лет она шила костюмы и в них танцевала. Меня зовут Миша Соловьев, я оунер проекта. Сейчас прибавлю. Сейчас. У меня включено. Да, все окей. Говори. Меня зовут Миша Соловьев, я оунер проекта «Десерты». И сегодня я хочу рассказать, как мы убедились в том, что главный драйвер продаж – это эмоции. Все знают, что скидки, купоны, акции – это самый любимый, самый популярный способ управления продажами. Но насколько он популярный, настолько же он и плохой. Потому что любая скидка – это удар по прибыльности предприятия. Я расскажу, как мы с командой выбрали другой путь. И не пользуясь скидками, увеличили продажи продуктов втрое, только за счет эмоционального апгрейда продукта. Я буду рассказывать про категорию десерты, поэтому давайте посмотрим на нее со стороны бизнеса и со стороны клиентов. Мы пицца-компания,
Поэтому все наши клиенты, конечно же, приходят к нам в основном за пиццей. Но у них есть и другие потребности. Они с удовольствием также выпьют кофе или побалуют себя чем-нибудь сладким. А для бизнеса любые потребности клиентов – это возможность зарабатывать. Данные категории являются дополнительными и не конкурируют с пиццей, поэтому они направлены на увеличение среднего чека. А средний чек – это прямой путь к прибыльности предприятия. С другой стороны, сладкое всегда будет вызывать детский восторг у людей. И поэтому для наших клиентов десерт – это своего рода эмоциональный бонус к основной покупке. Мы уверены, что развивать пицца-опыт совместно со сладким бонусом – это очень перспективное направление. Особенно в зале ресторана, где пицца содержится только в 20% чеков. Глядя на нашу текущую линейку десертов, очевидно, что мы можем дать больше. И нужно работать над подачей. Потому что люди едят глазами, и продукт, роль которого эмоциональный бонус, должен также эмоционально выглядеть. Вот. Первая идея прилетела к нам из пиццерий. Ребята предложили добавить бруснику в наши рулетики с корицей. Мы попробовали в R&D лаборатории, и да, получилось неплохо. Это именно те эмоции, которые мы искали. Причем крутое решение лежит на поверхности. Это наше собственное тесто, плюс брусника, которая есть уже во всех пиццериях. Получается, что все гениальное просто. Для большей сочности на фото мы добавили поливку сгущенкой. Это добавило вкуса и добавило новые возможности для творчества нашим фуд-стилистам. Этого всего не было бы без соуса. Можно похлопать. Еще раз. И клиенты оценили наши старания. Новый продукт стал продаваться в 3 раза лучше. И прошу обратить внимание, что он стал еще и дороже. Вот. При этом этот рост был инкрементальный. Это значит, что новые рулетики не отобрали выручку у старых рулетиков с корицей. А вся категория приросла на 38%. Так, наверное. Вот. Новый продукт с первых дней занял первые строчки своей категории по продажам, по выручке, по прибыли и не покидает уже 3 месяца. И в финале хочу сказать, что когда мы начали проект, десерт был только в 10% чеков, сейчас в 15%, а наш план достичь цифры 30%. Это значит, что каждый 3-й клиент будет немножечко счастливее остальных. Спасибо.